Приветствую! Если вы смотрите это видео, значит, скорее всего, вы действительно заинтересовались темой создания текстур паков. В данном видео мы пойдем чуть глубже и рассмотрим редактирование 3D моделей. Вот представим себе такую ситуацию. Вы нашли меч в одном из паков, в частности, вот это меч из GTR пака. Он вам понравился, и вы захотели его в свой пак или в свой мод. Но захотели его не в формате двуручного меча, как здесь, а в формате одноручного меча. Если мы просто так извлечем эту модель и в инстанции одноручного меча пропишем соответствующий visual, то у нас эта модель будет очень большой, она будет утыкаться в землю. Естественно, это будет некрасиво. Поэтому нам нужно отредактировать эту модель и изменить ее размеры. Что для этого мы сделаем? Давайте для начала найдем название этой модели. Вот этот меч. Вот оно, название модели. Что это за Excel-овский файл? Я говорил в предыдущем видео. Давайте теперь найдем название, точнее эту модель в ресурсах GTR пака. Извлекаем ее программой Gotik VDFS. Все, извлекли. Давайте теперь также посмотрим, какую текстуру использует эта модель. Открываем Notepad++, Ctrl-F и TGA. Вот оно, соответственно, название этой текстуры. Воспользуемся программой GoMan, чтобы извлечь эту текстуру из ресурсов GTR пака. Так, вот она. Давайте извлечем ее в формате JPEG. Все, закрываем. Теперь мы извлекли модель и текстуру. Редактировать модель мы будем в Blender. Но Blender сам по себе не умеет работать вот с этим форматом MRM. Для того, чтобы научить Blender работать с этим форматом, нам нужны так называемые плагины Keras. Ссылку на закачивание я оставлю под видео. Соответственно, вот так выглядит папка с плагинами Keras. Нам нужно ее переименовать вот в это название. Дальше мы открываем папку, в которой мы установили, собственно, Blender. Где оно тут у нас есть? По-моему, Program Files. Blender Foundation 3.5, скрипты, аддоны. Берем вот эту папку с плагинами Keras и копируем ее сюда. Так. Просит права администратора, но это не проблема. Так, закрываем и открываем Blender. Сегодня у нас 7 июня 23 и, соответственно, буквально перед записью этого видео я скачал самую последнюю версию Blender. На данный момент это 3.5.1. Теперь мы заходим в Edit, Preferences и вкладка Аддоны. Скроллим вниз. Вот они у нас, наши плагины Keras. У вас тут этой галочки стоять не будет, поэтому галочку эту нужно поставить. Закрываем. Теперь открываем файл и импорт. И здесь в самом низу мы видим, что у нас появились опции как раз импортировать в сцену блендера вот эти модели. Давайте импортируем модель вот нашего меча. Полностью заменить текущую сцену, закрыть. Как, собственно, происходит навигация по блендеру? Колесико мыши приближает и отдаляет. Если я зажму колесико мыши и начну двигать мышкой, то можно вот так вот вращать сцену. Если я зажму Shift и колесиком мыши буду поворачивать, то, соответственно, можно вот так вот двигать сцену. Есть еще вот такие кнопки «Посмотреть на модель вдоль выбранных осей». Давайте теперь посмотрим, как можно отредактировать размер этой модели. Вот я на эту модель кликаю, и здесь есть такая кнопочка Scale. Вот давайте уменьшим ее модель меча, до, допустим, вот таких размеров. Опять же, одноручные мечи тоже бывают разными, поэтому все зависит от того, какую длину вы хотите прописать в инстанции. Допустим, вот такой длины нам хватит. Здесь есть еще другие полезные кнопочки типа Move, это двигать вдоль осей, да? Соответственно, вот здесь у нас примерно находится рука героя, поэтому если мы будем двигать, то у нас в руке героя он будет немножко положение свое менять, но мы сильно это менять не будем, иначе просто будет криво смотреться, когда герой будет меч за воздух брать. Есть также опция повороты, но в данном случае нам это тоже не надо. Что еще? В принципе, все. Размер модели мы изменили. Давайте теперь попробуем изменить также текстуру.
Ну, сейчас у нас никакая текстура на модель не наложена. Давайте мы как-нибудь попробуем изменить вот эту текстуру, которую мы извлекли через GoMan. Откроем Luna Peak. И как-нибудь изменим эту текстуру. Как мы ее изменим? Даже не знаю. Ну, давайте свапнем синий и красный цвет. Почему нет? Окей, скачать. Вот она у нас получилась такая. Но мы, конечно, можем в блендере наложить JPEG-овскую картинку. Она у нас даже покажется. Но проблема в том, что для готики нам нужно вот этот JPEG сконвертировать в TGA. Поэтому давайте мы через GoMan откроем нашу отредактированную текстуру и сохраним ее в формате TGA. Все окей. Давайте дадим ей другое название, например, Glass Sort 2. Окей. Открываем Blender, заходим вот сюда, Editor Type, и выбираем Shader Editor. Нам нужно вот это вот окошечко. Так, выбираем нашу новую текстуру в TGA. Открываем снова 3D Viewport. Клавишей Z на клавиатуре мы выбираем Material Preview. Все, у нас текстура наложилась. Ну, выглядит, конечно, необычно. Не уверен, что я бы такой меч пихнул бы себе в пак. Но в качестве подопытного кролика нам это сойдет. Так, соответственно, мы изменили размер, изменили текстуру. Что теперь? Теперь нам нужно импортировать эту модель, точнее экспортировать, в формате, который бы читался готикой. Но вот незадача. Готика же читает у нас MRM формат, а экспортировать мы можем только в 3DS. Ну, делать нечего, экспортируем в 3DS. Давайте назовем ее тест1. Так, сохраняем на рабочий стол. Здесь обязательно выбираем трансформировать вершины в мировую систему координат. Окей, экспорт. Все, вот она наша модель, и вот она наша текстура отредактирована. Теперь, для того, чтобы это перевести в формат MRM, нам нужно сделать это движком игры. Есть некоторая особенность. Вот давайте откроем папку System и папку Авторан. Это папка Union. Нам понадобится вот этот вот файл compilation.d. У вас этого файла не будет, поэтому под видео я оставлю ссылку на закачку этого файла. Здесь просто прописаны тестовые инстанции. Например, вот двуручный меч, одноручный меч, тестовая броня и тестовый шлем. Соответственно, одноручный меч у нас как раз использует Visual Test1.3ds. И для того, чтобы вызвать в игре вот этот одноручный меч, мы в Marvin пропишем insert test1. Окей, после того, как этот файл у нас появился в папке Авторан, давайте теперь откроем папку Meshes, то есть вот Gotica 2, Work, Data, Meshes. И копируем нашу модель test1 3ds сюда. Открываем также папку текстуры, которая по соседству расположена, и копируем сюда нашу новую текстуру. Теперь запускаем готику. Ну, естественно, все это делается применительно к новому балансу, но, понятно, вы можете и на ванильную готику то же самое делать. Загружаем какой-нибудь сейф. Включаем Marvin. И пишем insert, как я уже сказал, test1. У нас игра немножечко подвисает, потому что она рендерит как раз текстуру, ну, модель этого меча. Собственно, вот у нас выглядит так этот меч. Давайте вот... Ой, не то. Так вот. Ну, он все еще достаточно длинный, но хотя, в принципе, немножечко подходит на late game одноручный меч по размерам. Текстура у него, как видите, тоже изменилась. Теперь мы выходим из игры. И вот в папке Meshes, в папке Compiled у нас наша 3ds модель конвертировалась в MRM модель. Теперь мы уже можем взять эту модель, присвоить ей любое другое название, которое мы хотим, и дальше использовать в своем текстур-паке. То же самое с текстурами. В папке Compiled появилась текстура. Обратите внимание, что вот у нас название TGA без буквы C, а в папке Compiled появился файл текстуры в формате text, и здесь уже появился дефис и C. То есть вот эта буква C, она имеет значение.
Что еще? Что еще стоит рассказать? Ну, давайте попробуем, например, пофиксить дырки. Бывают такие 3D модели, в которых имеются дырки. Ну вот, в частности, модель левого клинка дуалов из Massive. Давайте попробуем открыть Blender и открыть эту модель в MRM. Так, полностью заменить. Так, закрыть. Но здесь, поскольку это левый дуал, то он так немножечко странно, под странным углом здесь расположен, но это нормально. Давайте теперь тоже наложим на него текстуру, Shader Editor. Так, я не выделил, да? Давайте выделим. Shader Editor и соответствующую текстуру, Arabic Source. Так, видим дырку. Все видят, да? Вот она, вот эта вот дырка. Ну, бывают такие не совсем качественные 3D модели, выглядят вроде красиво, но дырки в них имеются. Давайте перейдем в режим редактирования, кнопка Tab. Так, как бы так это поудобнее приблизить. Вот так вот. Нет. Вот так вот. А теперь, чтобы закрыть нам эту дырку, давайте выделим соответствующие вершины. Я нажимаю вот на эту вершину, потом зажимаю Shift и выделяю вершины по краям вот этого треугольника. Есть и другие способы выделения, например, можно вот так вот выделить, но у нас выделится лишнее. Можно выделить, допустим, вот эту вершину и кнопкой Ctrl+, мы выделяем соответствующие вершины, но опять же, в данном случае нам это не совсем применимо, это просто я говорю, какие есть способы выделения. Давайте все-таки выделим вот эту вершину через Shift. Так, все, выделили. И нажимаем кнопочку M на клавиатуре от слова Merge. Вот у нас есть некоторые опции здесь, но выберем в центре. Вот она у нас, как бы все эти вершины, которые мы выбрали, они у нас слились в одну вершину, и, соответственно, дырку мы закрыли. Ну, понятное дело, что желательно таким способом закрывать небольшие дырки. Потому что если вы большую дырку попытаетесь из многих вершин склеить, то у вас тоже получится некрасивая развертка. Соответственно, вот мы отредактировали, убрали дырку. И теперь давайте попробуем тоже экспортировать эту модель в 3ds. Так, ну давайте тест. Без теста 1, просто тест назовем. Это у нас игра будет воспринимать двуручным мечом. Потому что в Compilation D мы как раз подписали Visual Test, это для двуручного тестового меча. Открываем также Meshes, тест, копируем и заходим в готику. Поскольку мы сейчас отредактировали левый дуал, он у нас будет странно висеть на спине, в этом ничего страшного нет. Вот он у нас так торчит, но это нормально. Нам главное, чтобы игра просто эту модель отрендерила и, соответственно, в папке Compiled у нас появилась вот эта модель. Так, в принципе, они нам не нужны, можно их удалить. И текстуры, наверное, тоже можно пока удалить. Так, закрываем. Что еще? Давайте попробуем изменить какой-нибудь шлем. Шлемы у нас точно так же, как и оружие, хранятся в Meshes и в точно таких же форматах MRM. Ну, подробно я не буду рассматривать, как редактируются шлемы. В принципе, здесь все то же самое. То есть, давайте просто попробуем скопировать какой-нибудь шлем. Не знаю, ну вот этот, допустим. То есть, мы его точно так же можем импортировать в Blender. Так, полностью заменить. Окей. Вот у нас этот шлем. Его точно так же можно масштабировать, перемещать по осям. Ну, соответственно, это понадобится, если у нас шлем немножечко криво сидит на голове. В принципе, на этом все. Точно так же можно менять текстуры в Shader Editor. Давайте теперь попробуем изменить какой-нибудь доспех. Вот с доспехами на самом деле сложнее. Я пока закрою Blender. С доспехами сложнее. Почему? Потому что вот те файлы, в которых хранятся доспехи допустим, в AB Anims, да,
это формат MDM. И мы не можем просто так плагинами Keras перевести MDM в редактируемый AESC формат. Что нам для этого нужно? Ну, давайте для начала выберем, какую модель, собственно, мы хотим отредактировать. Давайте вот мы возьмем вот эту вот модель. Вот эту вот модель мы импортируем, точнее экспортируем из AB Anims. Это модель доспехов, в которой ходит Ли в NB. Так, что-то я ее маленько... вот. Так, Extract Selected. И давайте еще доспехи Торуса найдем. Тяжелые доспехи стражника они называются. Так, не стража, а стражника. Так, вот название этой модели. Armor Taurus Addon. Насколько я помню, это хранится даже не в AB Anims, а в Anims Addon. То есть это из Ночи Ворона модель. Так, вот она, эта модель. Копируем сюда. И что нам нужно сделать? Как я уже сказал, Blender не сможет нам открыть MDM формат. Для этого нам понадобится такая программа Gothic Sorcerer. Собственно, ссылку на закачку я тоже оставлю в описании под видео. Это еще не все. В AB Anims нам понадобятся следующие файлы. Давайте его быстренько откроем. Нам понадобится файл голого тела, так сказать. Так, где он у нас есть? Вот, нет, вот это. Вот этот файл нам понадобится, и еще нам понадобится два файла с названием Humans. Humans MDH и Humans MSB. Так. Все вот эти вот файлы мы копируем в папку Work Data Anims Compiled. Окей. И, допустим, мы хотим для начала вот эту броню получить. Что нам нужно? Мы копируем вот это вот название, открываем Humans MSB в Notepad++. Так, вот это я все убираю, ставлю Enter. И вместо вот этого ASC я вписываю название нашей брони. Сохраняю. Теперь я открываю Gothic Sorcerer, выбираю здесь Gothic 2, сервис, декомпилятор модели, динамическая. И, собственно, вот в эту папку как раз открываю Humans MSB. Жмем ОК. У нас модель успешно декомпилировалась, но тут проблема в том, что придется нам делать это по одной штучке каждый раз. То есть вот в Humans MSB тут прописаны, по идее, должны быть прописаны, по идее, все модели доспехов. Но, вообще говоря, для работы мода это не обязательно, поэтому понятно, что разрабы иногда не вписывают сюда все модели. Например, в Архалосе, если бы мы хотели все модели брони оттуда извлечь, нам бы не пришлось вот этим заниматься, то есть редактировать сюда, вписывать все названия, там можно было бы сразу открыть их Humans MSB, и все модели брони из Архалоса бы декомпилировались. Но здесь вот нам приходится вот так вот делать. Соответственно, мы также копируем вот эту вот броню сюда. Да, кстати, файл пути, по которому вот эти файлы должны находиться, насколько я знаю, путь здесь имеет значение, то есть вы не можете просто так в любую рандомную папку вот это вот засунуть, да, и надеяться, что у вас компиляция сработает. Насколько я знаю, все-таки вот в Anims Compiled это все должно находиться. Окей, давайте теперь декомпилируем эту модель брони Торуса. Все, окей, она у нас декомпилировалась. Куда, собственно, она декомпилируется? В программу Gothic Sorcerer, Gothic Projects, Anims, ASC, Humans. Вот у нас мы получили редактируемые ASC форматы. Копируем их сюда на рабочий стол, и теперь уже эти форматы мы можем открыть в Blender. Так, Gothic Sorcerer нам уже не нужен, это не нужно. Давайте теперь импортируем для начала броню Торуса. Так, я не тот файл, не тот формат выбрал, да, вот ASC. Так, импортируем броню Торуса, полностью заменить. Вот она у нас так выглядит в блендере. Ну, честно говоря, я не знаю, зачем здесь вот эти вот все слоты. То есть видно, что это слот щита в руке, это слот лука,
слот одноручного меча, слот щита на спине, двуручного меча и так далее. Даже вот слот факела есть и слот шлема. Я, честно говоря, не знаю, зачем вот визуалы этих слотов они здесь нужны. По-моему, функция их просто для того, чтобы показывать, где будет находиться тот или иной предмет на модели. Вот. Но я лично, ну, как бы, я слышал версию, что эти слоты нужны для того, чтобы, собственно, в игре нормально, адекватно работало наложение, вот, допустим, двуручного меча на спину героя. Но даже если мы вот так вот отдалим, да, все равно в игре все будет нормально. Вот. Я не знаю, может быть это юнионом как-то фиксится, но в любом случае мне лично вот эти вещи немножечко мешают смотреть на модель, поэтому я их чуть-чуть вот так вот перемещу. Так, давайте теперь попробуем наложить сверху этой модели модель доспехов Ли. Так, опять я выбрал не тот формат, да? Import ASC, вот Armor LHBO Doom. Давайте не заменим текущую цену, а объединим. Жмем импорт, окей. Все, как видите, у нас вот эти вот плечи наложились на модель доспехов Торуса, ну и вся, собственно, модель доспехов брони Ли, она тоже наложилась. Попробуем ее удалить, жмем Delete, и вот эти вот руки тоже удалим. Все, по идее у нас остались только плечи, которые наложились на модель брони Торуса. Ну вот, честно говоря, мне всегда казалось, что броня Торуса, она выглядит довольно танковой, но ей не хватает таких вот гигачатских плечей. Окей, мы это сделали. Попробуем теперь экспортировать в формате ASC. Давайте назовем ее тест R. Экспортируем. Все. Теперь мы можем взять эту броню, закинуть ее вот по этому пути, WorkData Anims. Текстуры мы никакие не меняли, поэтому, соответственно, папку текстуры нам открывать не нужно. Но если бы мы текстуры меняли, то нам пришлось бы наши отредактированные текстуры сюда закинуть. Ждем, пока загрузится готика. Загружаем какой-нибудь сейф и вызываем Марвином опять же insert test R. Все, вот она у нас, эта броня имеется. Давайте ее наденем. Вот так вот она выглядит, ну, с моей текстурой, опять же, брони Торуса. В принципе, выглядит таким солидным гигачатом, я бы сказал. Вот, ну дальше уже можно там опять же менять текстуры. Вот. Что еще? Да, кстати, если вы планируете вот так вот из каких-то разных моделей брони сделать новую модель брони, то я настоятельно рекомендую вам вот тут, где прописаны материалы, прописывать всегда новое название материала. Потому что в Готике есть такой баг, что если в игре имеются модели с разными инстанциями, разными visual change, но с одинаковым названием материалов, то данная броня может багаться очень сильно, вплоть до того, что у вас будут ломаться текстуры на этой броне и вообще на всех моделях брони в игре. NPC могут становиться невидимыми, то есть могут происходить очень странные, нехорошие вещи. Поэтому всегда я рекомендую переименовывать материалы. Собственно, вот здесь вот эту кнопочку нажимаем и сюда в название материала что-нибудь дописываем. Не знаю, циферку какую-нибудь допишем. И все. По идее, если мы теперь это экспортируем, у нас это уже будет считаться новым материалом, и Готика не будет себя неадекватно вести. Ну, что тут еще стоит сказать? Тоже можно перейти в формат Shader Editor. Но тут нужно уже будет экспортировать опять же текстуру. Ну, честно говоря, не особо хочется этим заниматься сейчас. Понятно, что текстуры редактируются точно так же. Точно так же в Shader Editor вы прописываете новую текстуру. Вот. Если надо, то можно вот в UV Editor перейти. Там уже посмотреть развертку, да. Но это опять же уже после того, как вы извлечете текстуру и примените ее в режиме редактирования.
Что еще? Что еще стоит сказать? Ну да, уникальное название материалов, это я уже сказал. В принципе, на этом, я думаю, можно урок завершить. Вот. Если будут еще какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Всего хорошего и не болейте.